Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня поговорим о том, что ни в коем случае нельзя брать в руки в гостях, иначе вы будете беднеть и болеть, и ничего хорошего в вашей жизни не будет приходить. Поэтому обязательно просмотрите это видео до конца и после этого перестаньте это делать. Вы знаете, на протяжении всей своей жизни периодически люди ходят в гости, а также приглашают гостей к себе. В основном на таких мероприятиях встречаются близкие люди, которые желают проводить больше времени вместе, обсуждать какие-то совместные темы, делятся тем, что произошло, строят планы на будущее, вспоминают приятные жизненные моменты. Такое общение помогает людям энергетически перезагрузиться, притянуть потоки светлых энергий, которые укрепят их энергетическое поле. Ну и, конечно же, в такие моменты связь данных людей становится только крепче. Когда вы приходите в чужой дом, вы ощущаете его особую энергетику. Поэтому старайтесь в таком доме прислушиваться к ней, вступать в единый энергетический баланс и соблюдать правила, установленные данными хозяевами. То же самое, соответственно, вы желаете видеть и ощущать от тех людей, которые приходят в ваш дом. Ведь если гости начинают вносить какие-то свои коррективы, это никому не нравится. Может нарушить присутствие энергетических потоков и даже ослабить связь между хозяевами и тем, кто к ним пришел в гости, из-за чего испортятся отношения. Также, не соблюдая правила дома, который человек посещает, он этим самым может показать себя не с наилучшей стороны, а порой попасть и в неловкое положение. Находясь в чужом доме, стоит соблюдать и правила, которые передались нам от наших предков, чтобы уберечь нас от необдуманных поступков, способных повлиять как на чужую, так и на свою собственную жизнь. И такие действия, как вымыть посуду, подмести пол, звучат вроде бы очень безобидно, но последствия, которые они за собой способны повлечь, никого не порадуют. Многие люди не знают этого и притягивают ненужные проблемы. Итак, давайте начнем с посуды. Посуда в большом количестве впитывает энергетику дома, в котором находится. Поэтому и говорят, что не стоит отдавать свою посуду кому-то или одалживать ее, так как в ней смешаются энергетики разных людей и семей, из-за чего проблемы из одного дома могут перейти в другой. Также предметы, которые имеют круглую форму, способны запускать энергии в беспрерывное русло, независимо это положительные энергии или же отрицательные. Когда с такой посудой повзаимодействует человек, который, возможно, излучает нехорошие энергии, она их запустит в это русло и избавиться от данных энергий и тех последствий, которые они за собой повлекут, будет очень непросто. Конечно же, когда вы желаете кому-то помочь помыть посуду, вы желаете проявить уважение, но, к сожалению, в данном случае приносите только вред. Если в данном доме есть какие-то семейные проблемы, которые не афишируются, о которых вы можете даже ничего не знать, во время того, когда будете мыть посуду в такой семье, все это соберете. Вода это приумножит и переплетет их с вашей энергетикой, что неблагоприятно скажется на отношениях вашей семьи. Может пропасть энергетическая связь с вашей второй половинкой, детьми и даже с окружающими людьми. Если посуду будут мыть у вас в доме, то это может разозлить и вашего домового, так как он не одобрит того, что вы кому-то позволили вносить энергетические коррективы в особую энергетику вашего жилья, за которой он помогает вам тщательно следить. Если вам поможет мыть посуду человек с плохими помыслами, то он сможет в таком процессе отобрать у вас все, что пожелает, или притянуть к вам разрушительный негатив, который очень неблагополучно скажется на вашей семье в целом. После того, как ушли гости, когда хозяйка дома моет посуду, она с помощью своей энергетической силы очищает ее от посторонних энергий, которые данная посуда впитала. Это очень важный ритуал, ведь таким образом данная посуда не излучает чужие энергии и не разбавляет ними энергетику жилья. Когда вы начинаете мыть посуду, наберите первым делом в левую руку жменю проточной воды, после чего трижды попрызгайте ней на посуду, проговаривая такие слова:
С помощью силы воды чужую энергетику с посуды убираю. Задержаться ей на посуде не позволяю. Когда вымоете всю посуду, зажгите возле нее тоненькую восковую свечу и скажите такие волшебные слова. Огонь положительной энергетикой посуду эту наделяет. Энергетику жилья в целостности сохраняет. Нужно, чтобы она полностью догорела. Агарок можете просто выкинуть. Так вы не только уберете все энергии, которые во время застолья данная посуда впитала, но и наполните ее хорошей энергетикой. Стол– это очень особенное место в каждом доме, поэтому к нему нужно относиться с большим уважением, независимо от того, это ваш стол или же чужой. Соблюдать правила и заботиться о чистоте. Нельзя рукой смахивать крошки, остатки еды со стола, так как такое действие приведет к денежным потерям. А если часто это все будет повторяться, то и полностью к безденежью. После таких действий наладить связь с денежной энергией будет очень непросто. Если вы видите, что нужно смести крошки, используйте для этого специально отведенную тряпку или же мочалочку. Если вы видите, что такое действие нужно сделать в гостях, попросите об этом хозяев дома. Так будет правильно. Так морально, так и энергетически вы не притянете проблемы ни к себе, ни к людям. Если у семьи за столом, в которой вы сидите, имеются финансовые проблемы, а вы будете в их доме позволять неуважение со своей стороны к столу, эти проблемы идут вместе с вами, а их финансовое благополучие наладится. И по мере того, как они будут проявлять уважение к своему столу, это состояние будет только улучшаться. Если вы увидели, что кто-то сделал такое действие в вашем доме, сделайте замечание данному человеку и сразу же уберите крошки, которые упали на пол, проговаривая при этом 3 раза такие слова. Крошки быстро подметаю, влиять им ни на что не позволяю. Энергетика жилья моего сильна, а денежная энергия не покинет его никогда. Стол уважаю и неуважение показывать ему никому не позволяю. Таким образом, вы сможете быстро нейтрализовать негатив от данного действия. Далее веник. Вы знаете, что веник – это оберег каждого дома. Также он собирает ненужные энергии, которые в данный дом проникли. И очень важно следить за его чистотой, так как он способен накапливать различного рода энергии. И если данная семья этого не делает, то вы, взяв его в руки, сможете подобрать все плохое и разрушительное, что данный веник собрал. Не стоит это делать в первую очередь для себя, чтобы не навлечь беды на свою жизнь. Ведь веник крепко связан с энергетикой дома, а когда вы его возьмете в руки, сработает защитная энергетическая функция. Он разрушит ваше биополе, а негатив, который вы в этот момент примете, особенно если перед вашим приходом в данный дом в нем произошла ссора или же какой-то неприятный разговор, и способен даже разрушить вашу жизнь, изменить ее не самым наилучшим образом. Не стоит забывать и о том, что если вы будете подметать чужой дом, а у вас энергетика сильнее, чем у хозяев данного дома, вы будете делать это не по правилам, и вы выметите энергетику хозяев, заменив их своей, что скажется на их жизни в данном доме очень неблагоприятно. Могут начать приключаться болезни, а если во время того, как будете подметать, надломаете веник, это привлечет в данный дом большую беду, которая коснется хозяина дома. Никогда не позволяйте трогать веник, который находится в вашем доме, так как вы утратите связь с особой энергетикой жилья. В дом придут злые сущности, которые будут вызывать страхи. И вам будет казаться, что за спиной постоянно кто-то стоит, но поворачиваясь, вы никого не будете видеть. Домовой также в такой ситуации может покинуть ваш дом. Если кто-то взял ваш веник, пусть и с наилучшими помыслами, сразу посыпьте его солью, затем ополосните под проточной водой 5 раз и при этом скажите такие слова. Связь венику и имя того, кто подметал, установить не позволяю. Солью энергетику данную снимаю. Вода ее прочь унеси и неприятностям дорогу в дом прегради. Как только проделаете это, сами подметите весь дом, проговаривая такие слова. Только энергетика моя по дому распространяется, и это никогда не меняется. Так вы нейтрализуете последствия помощи, которую по незнанию или же целенаправленно для того, чтобы навредить вам оказывали.
Также нельзя в доме свистеть, так как каждый звук, который произносит человек, способен своими вибрациями притягивать определенные энергии и привлекать какие-то события. Свист имеет нехорошие вибрации, которые обладают силой, и это способно притягивать денежные проблемы, а также впоследствии постоянную нужду. Люди, которые постоянно свистят, никогда не имеют денег, даже тогда, когда они у них появляются. К сожалению, подолгу не задерживаются, а самое страшное в этом то, что эта вибрация настолько сильно влияет на их мышление и возможность воспринимать правильно окружающий мир, что они не готовы принимать то, что им будут говорить. Почему их жизнь такая, что они сами это притянули? В таком случае данная категория людей будет только обижаться. Поэтому, если в вашем окружении есть такие люди, держитесь от них подальше, ведь эти вибрации имеют большой диапазон действий и могут влиять на всех, кто находится рядом, из-за чего денежная энергия перестанет поступать. Никогда не позволяйте свистеть гостям в своем доме, так как они таким действием разорвут его энергетику, и восстановить ее такой, как она была раньше, не получится, из-за чего постоянно будут происходить в доме какие-то непредвиденные неприятные ситуации, огорчающие тех, кто в данном доме живет. Также свист способен разозлить домового, и вместо того, чтобы вам помогать, он начнет причинять вред. Ломать технику, делать так, чтобы перегорали лампочки, что также будет нести за собой финансовые растраты. Если кто-то свистнул в вашем доме, нужно 7 раз похлопать в ладоши и при этом на каждый раз сказать такие слова. Вибрации сильные свои создаю, ними энергетику жилья укрепляю, домового задобряю, в помощь призываю. Так вы нейтрализуете последствия данных действий. После того, как вы это проделаете, подожгите палочку корицы и с ней обойдите весь свой дом, проговаривая такие слова: светлой энергии в дом войдите, энергетику укрепите, чтобы никто и никогда ее не повредил и неприятностями дом мой не наделил. Когда закончите, больше ни о чем не переживайте. Но если ваши гости не понимают, как нужно вести себя в чужом доме и не хотят прислушиваться к тому, что вы говорите, значит, не стоит их больше приглашать, чтобы не рисковать и не думать о том, что они еще надумают сделать, чтобы вам навредить. Кровать, на которой спят супруги или же хозяева дома, не должна быть в вольном доступе для людей, которые приходят в дом. Спальню вообще лучше закрывать, ведь проконтролировать все помыслы и чувства, которые имеют люди, которые пришли в ваш дом, просто невозможно. Поэтому вы можете даже не подозревать о том, с чем они к вам пришли. Если кто-то будет лежать на чужой кровати, то может принести в данную семью проблемы, сильные размолвки, при которых дело может дойти даже до развода. Если на кровать хозяев ляжет человек, который излучает негатив, то этот негатив во время сна передастся тем, кто будет на этой кровати спать, и тем самым притянет бессонницу, может наполнить жизнь данных людей кошмарами, а в процессе еще и биополе будет страдать. На нем появятся дыры, через которые с легкостью будет поступать негатив, притягивающий различного рода проблемы извне. Чужая энергетика может повлиять негативно и на интимные отношения пары, может уйти страсть, не стоит рисковать. В вашем доме обязательно должна быть гостевая кровать. И когда приезжают родственники, оговаривайте с ними то, что не желаете, чтобы они заходили в вашу спальню и даже присаживались на вашу кровать. Ваш дом – ваши правила, поэтому лучше все сразу обговорить, чем потом пожалеть о последствиях и думать, как от них избавляться. Если вы увидели, что кто-то лежал на вашей кровати, сразу же смените данное белье, независимо от дня недели, так как это особый случай, после чего моментально замочите его в соляном растворе и выстирайте. Далее подожгите 3 лавровых листа и окурите свою кровать, проговаривая такие слова: «Это обитель моя, только мою энергетику из семьи моей несет. Чужая сюда не просочится, лавровый лист помоги, светлыми энергиями ложе мое надели».
Лавровые листья затушите, разместите под спальным местом, так они должны пролежать 3 дня, после чего вынесите их на рассвете и выбросите подальше от дома. Застелите чистую постель, сразу полежите сверху, чтобы кровать приумножила вашу энергетику. Не переживайте, все обойдется, но впредь тщательнее следите за такими местами в доме. Вы также должны соблюдать данные правила, когда попадаете в чужой дом, чтобы не навлечь беды не только на себя, но и на тех, к кому вы приехали или же пришли. Должно присутствовать уважение. Придя в чужой дом, не ставьте сумку на стол, так как таким действием вы способны перекрыть сильный энергетический канал данного дома и тем самым разрушить его энергетику. Такого нельзя делать и в своем собственном доме. Нельзя ставить сумку на пол, так как это притянет в такой дом нищету, и в каждом доме есть специально отведенные места для сумок, ключей. Вот и используйте их, чтобы не навредить и не привлекать денежные проблемы, ведь когда с деньгами все хорошо, жизнь более разнообразна и интересна, поэтому не стоит допускать к тому, чтобы пришлось думать о том, где брать деньги и как все исправлять, так как денежная энергия очень чувствительна, и это не всегда просто сделать. Поэтому воздерживайтесь от таких действий, обдумывайте все, что вы собираетесь совершить, особенно если это касается чужого жилья. Не забывайте о том, что нужно следить за энергиями и не рисковать. Друзья, если вам понравилось это видео, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментариях напишите: «Мой дом находится в изобилии и достатке». Друзья, кто спрашивал, как нас можно отблагодарить, отправить донат, друзья, благодарность можно выразить по ссылке, которая есть в описании к этому видео. Любая сумма, мы будем рады и благодарны. А кто нас постоянно поддерживает, мы вас очень благодарим и отправляем вам посылы изобилия и достатка. Но прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна, друзья. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ!